Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Анна Гейшерик. Вы смотрите мой новый канал «Прямая речь». Вы можете также увидеть этот эфир на канале у Юрия Рашкина, Рашкин Репорт. Пожалуйста, жмите лайки, подписывайтесь на наши каналы. Буду вам благодарна за поддержку. И сегодня моим собеседником станет Илья Бер, основатель фактчекингового проекта «Проверенные медиа». Привет, Илья. Анна, приветствую, и зрителей тоже всех приветствую. Ну, давай сразу расскажем зрителям, незнакомым с этим термином, что факт-чекинг – это процесс проверки фактической точности сомнительных сообщений и заявлений. И я прям это вот взяла, грубо говоря, из Википедии. И это ты являешься основателем, руководителем этого проекта. В русскоязычном пространстве, в англоязычном пространстве таких сайтов много, они достаточно популярны. Ну, то есть, может быть, вы слышали, самые известные, зрителям, возможно, слышали, называются snopes.com и factcheck.org. Но в русскоязычном пространстве этот проект, если я правильно понимаю, он либо первый, либо единственный, либо самый большой, по крайней мере. И поправь, если я не права, и вообще, как тебе пришло в голову этим заниматься? Вот расскажи для начала. В голову приходило долго. Я с 2016 года преподаю курс, который сам же и придумал, разработал для университетов, для студентов под названием «Поиск и верификация информации в современной медиасреде». Такое вот вполне академично звучащее название. А сайт, ну, собственно, идея, что пора сделать какой-то первый в Рунете, в русскоязычном интернете, самостоятельный фактчекинговый проект, мне пришла в 2019 году. То есть, ну, в общем, прошло уже какое-то время. Ну, собственно, действительно был взрыв фактчекинговых проектов где-то, ну, во второй половине 2010-х годов. Причин было сразу несколько, там наложились они одна на другую. Ну и, собственно, по принципу «святое место пусто не бывает». Собственно, меня удивляло, почему есть уже разные проекты, в частности, близко к России, да, в Казахстане, в Украине. Но в Украине с 2014 года там было э, 3 или 4 проекта, потом они какие-то открывались, какие-то закрывались, но сейчас их, по-моему, 4 или 5 действующих. Вот. А можешь назвать, кстати, парочку Ну, украинских? самый первый и крупный это StopFake. StopFake.org, по-моему, у них домен не UA, а org, если я не ошибаюсь. Вот. Это коллеги, в общем, они активно работают и сейчас. Еще сейчас, значит, ну, вот, мы постоянно видим и уважаем коллег, у которых тоже есть международная сертификация. Ну, в смысле, тоже, это у нас тоже, потому что мы были позже. Vox Украина, такой ресурс есть. Есть ресурс Гвара Медиа. Вот это 3 украинских проекта, разборы которых... еще без брехни такой. Ну, вот без брехни, я не помню, есть у них сертификация или нет. А в Они были Рунете... первые, да, украинские? Они были до вас? Ну, на постсоветском пространстве, давайте так скажем, на Мгм. Ну да, постсоветском я имею в виду. пространстве они были первыми, и Мгм. у них разборы на украинском языке и на русском языке. Вот, значит, были проекты в Средней Азии, в частности, в Казахстане, FactCheck KZ. Это проект, который нам очень близок, и его главный редактор Павел Банников нам очень помогал, мне очень помогал, собственно, на старте. А дальше так сложилась жизнь, что Павел стал нашим сотрудником. Вот, сейчас мы вместе работаем. Ну вот именно в Рунете самостоятельного не было, и я решил, что ну, если никто не делает, нужно сделать самому, при этом ничего кроме желания свободные ниши и некоторого количества времени у меня не было. Вот, а у меня был друг, который умеет делать сайты, писать сайты. И вот такой, собственно, он сделал всю компьютерную часть, а я написал первых 15 разборов. И дальше пошел показывать результаты, дальше смотреть, есть интерес, нет интереса, искать финансирование и так далее.
У вас, кстати, я хотела об этом сказать чуть позже, но у вас очень клевый сайт, яркий такой, и Спасибо. там сразу много можно всего увидеть с фотографиями, прям заходишь, и сразу глаза разбегаются. Вот. Ну и Телеграм у вас тоже есть, что удобно. А вот скажи, пожалуйста, я, например, не знала, вот ты мне сейчас сказал новую информацию, что, оказывается, на постсоветском пространстве во многих бывших советских республиках, да, во многих странах, оказывается, были эти проекты еще до вас, и начались. А вот почему, как ты думаешь, это ведь немножко удивительно, да, почему в этих странах оказались проекты, причем многочисленные, не просто кто-то там один додумался и сделал, а ты говоришь много проектов, и все до русскоязычного, до российского. Да, я вопрос понял. Вообще не удивительно, потому что такие проекты, как минимум вот в постсоветских странах, возникали во многом как бы из желания защититься. Защититься от фейков и дезинформации, которая шла в таких серьезных масштабах. Я не скажу промышленных, потому что в промышленных она начала идти все-таки после 22, после начала 2022 года. Но все равно поток шел заметный, и Украина, собственно, в 2014 году, ставшая жертвой, да, уже начала российской агрессии, аннексии Крыма, начала войны на востоке Украины, они чувствовали и видели, как Россия ведет информационную войну открыто, сама была на тот момент к этому, в общем, не готова. Как мне кажется, не знаю, может быть, ты поспоришь, но есть Чего? ощущение, что Украина была не готова к чему? к противодействию в Ага. информационной войне. Вообще-то и в обычной, кажется, тоже не очень. Вот, но и в информационной тоже. И поэтому вот появился довольно быстро проект Stop Fake, который стал разбирать вот такие российские фейки об Украине. Это был как раз ответ на начавшуюся агрессию. То есть вот в этих странах эти проекты возникли не просто как какие-то информационно там полезные, как американские аналоги, там Snopes и все эти факт-чек, которые просто берут любую фактически распространившуюся информацию и ее проверяют, а ты хочешь сказать, что изначально это было именно в качестве Ну, в самозащиты Украине точно, от, в от... Украине точно, в Грузии, мне кажется, тоже. А, ну, не везде так, да, в Средней Азии, мне кажется, в меньшей степени. Фактчек KZ не из этой логики основывали. И, собственно, проверено тоже основывался не из какой логики, потому что против России, особенно вот такого рода информационной войны-то никто и не вел. Вот, Ну на да, тот то момент. есть вы скорее в Я, этом смысле разбираете очень много фейков, которые как раз наоборот идут из России тоже против этих стран. Да, но изначально проект задуман как просветительский, политического контента там должно было быть, ну, где-то четверть. Идея моя была, что не больше, а все Мгм. остальное это вот городские легенды, какие-то просто недостоверной распространившейся информации из любых сфер, там что-то про звезд, про быт, про кино, про науку много. Да, то есть основная интенция моя была сделать просветительский проект, и именно поэтому для нас как раз образцом был Snopes, который родился как сайт по, мне хочется, поскольку в Америке, сразу на английский перейти, вот это debunking urban Да, legends, и вот это все. да, по Да. городским легендам и мифам, да. Я всегда считала, что просветительство такое, это крайне важно. И если раньше важен был ликбез, общий, такие какие-то давать людям базовые знания по каким-то важным вопросам, то сейчас мы живем в мире, где даже образованный человек, в общем-то, постоянно окружен потоком вот фейков и полуправды, причем по всем темам, не только политическим. И поэтому разбираться, где факты, а где ерунда, и отделять эти зерна от плевел, где полуправда особенно, да, это очень важно. И какая ценность, в общем-то, у знаний, если часть из них это выдумка или пропаганда. Поэтому я вот, собственно, так хотела с тобой поговорить, потому что я считаю, что это очень ценный проект, особенно на русском языке. Опять же, особенно на русском языке, потому что на английском, мне кажется, есть разделение между средствами массовой информации, которые все-таки информацию свою проверяют, то есть если ты что-то прочитал в условный там Washington Post или
Нью-Йорк Таймс или где-то еще, да, или Атлантик, то ты можешь не соглашаться там с их посылом и считать их какими-то там, не знаю, левыми, с левым политическим уклоном и так далее. Но факты они свои проверяют. И если что-то они делают или пишут не так, то они потом пишут опровержение. То есть можно доверять как-то печатному слову. Вот. А то, что пишется в русскоязычном, да, а фейки и все эти вот в англоязычном пространстве, всякая ерунда, она в основном идет там из соцсетей или из каких-то альтернативных там подкастов или из каких-то вот таких медийных говорящих голов персон, которые любят, типа там, не знаю, Алекса Джонса какого-нибудь или прочих клоунов, которые любят ерунду рассказывать. Но есть какая-то все-таки градация. Вот в русскоязычном пространстве официальных медийных, ну как официально, я не имею в виду государственных, я имею в виду медийных источников, которых уважаемых, да, которые, можно сказать, вот если они написали, значит, это проверенный факт. Крайне мало, я даже не знаю, кого можно назвать, в принципе, да, то есть все и медиа на русскоязычное, и интернет-пространство, все заполонено такой вот кучей какой-то полуправды и фейков и так далее. Я в большей степени согласен, частично нет, потому что все-таки количество источников приличных не так мало, просто это в основном как раз источники информации и СМИ, не связанные с государством, и которые после начала полномасштабного вторжения вынуждены были уехать и стать медиа в изгнании. Ну, ты имеешь в виду «Медузу», да, там, условно, Да какую. много, много. Ну, а кого Это вот ты можешь если, назвать? пожалуйста, буду перечислять долго. «Медуза», русская служба BBC, значит, «Важные истории», «Инсайдер», «Проект». Это там часть названий новые, но это раньше были, скажем, «Ведомости», которые испортились, и оттуда люди ушли вот в эти медиа. Значит, из «Коммерсанта» много людей. Несколько лет ведущим медиа, наверное, по качеству был РБК. Кстати, до сих пор из оставшихся, если не брать острые политические темы и пропаганду, по качеству работы там РБК, наверное, всех опережает. Вот из таких вот медиа крупных общего интереса, но все равно, конечно, общий уровень там сильно упал. Но вот еще до 2022 года было немало всего и в России, а сейчас также это все немало даже увеличилось количество информации и количество источников, которым можно доверять, просто они уехали, и они теперь на территории России доступны через VPN. Да, Вот, а ну, я так, не говорю, конечно, про территорию России, я говорю именно про русскоязычное пространство. да, а на русском языке качественной информации было много, и есть много, просто надо знать, где читать и где ее смотреть. Ну, вот из тех, что ты перечислил, BBC, русскоязычная служба, я бы сюда не вносила, потому что это все-таки часть BBC, и это те же самые, А так какая сказать, разница для главные. аудитории? Это правда, но они, с одной стороны, они достаточно ограничены, то есть они не очень много всего освещают, я должна сказать. То есть если ты хочешь найти новости по какой-то конкретной теме, большой шанс, что их там просто не будет. Но связанный с тем, что нас интересует. Дальше, если есть источник, как ты говоришь, который, в общем-то, достоверный, как там ты говоришь, РБК, но не по политическим острым темам, я это тоже отметаю, потому что нельзя иметь источник, который надо еще и отфильтровывать, какие новости там можно читать, а какие нельзя. Ну вот ты, например, назвал проект, я так понимаю, что это то же самое, да, те же люди, которые делают агентство, это называется в Да, Телеграме. Да, вот, да. вот их я читаю, я согласна, это единственный Очень сайт, который, правильно. да, Агентство я это зря не единственный назвал. русскоязычный сайт, который, я думаю, что да, русскоязычные зрители, если вы не хотите читать по-украински, или можете читать по-английски, хотите читать по-русски, то я должна сказать, что да, они, в общем-то, непревзяты и пишут и на острые темы, и не на острые темы. Вот, они небольшие, они ограниченные тоже, Телеканал но «Дождь» я не назвал. У них тоже постоянная лента новостная в Телеграме, которую тоже можно читать вполне как новости. Есть еще «Верстка», есть новая газета «Европа», уехавшая и тоже бесцензурно выходящая. Вот. Ну,
простите, коллеги, кого не назвал, на самом деле много. Да, тут я подумала, когда ты это говорил, чего же я, собственно, хочу, зачем же мне, в общем, на русском языке новости нужны, но мне-то они лично не сильно нужны, хотя тоже бывает, что нужны именно по острополитическим темам, именно потому что какие-то подробности, скажем, того, что связано с войной сейчас в Украине, в англоязычном пространстве просто далеко не все освещается, потому что нет очень мало англоязычных ресурсов, которые были бы, скажем, ну, полностью там посвящены или в большой мере посвящены именно Украине, войне и так далее. То есть это новости среди большого количества других новостей. И поэтому часто невозможно проверить быстро, там ты что-то где-то слышал, правда там это или нет, и залезть куда-то хочется. И в русскоязычное пространство в этом смысле достаточно была бы естественное пространство. Но поэтому мне бы хотелось, чтобы, допустим, мои там украинские зрители из Украины или не из Украины, неважно, но украинские зрители, если они не владеют достаточно там английским языком, у них нет подписок, тем более, потому что все эти Washington Post часто очень по подпискам идут, вот, и так далее, хотели бы знать, что вот какой-то ресурсу можно доверять, но при этом, чтобы он не был с таким уклоном, который их бы раздражал в сторону, так сказать, хорошей русскости. Я знаю, что тебя тоже сейчас эта тема будет раздражать, мы не будем поднимать, но ты упомянул «Дождь», например, я подозреваю, что большая часть украинской моей аудитории никакой «Дождь» слушать не будет, потому что у них очень сильная линза, скажем, они смотрят на все сквозь линзу своей актуальной для себя там культурной повестки. Я не говорю, что они врут в смысле новостей, но через это отфильтровывать или там смотреть на это далеко не всем хочется. Поэтому вот я хочу сказать, что, например, агентство вот это, да, они очень нейтрально пишут, и там нет никакой повестки, скажем так, которая у «Дождя», безусловно, есть. В новостях как раз у «Дождя» никакой повестки по тону новости «Дождя» от новостей агентства вы не отличите. Но мне кажется, что отношение к «Дождю» во многом связано там, с медийными скандалами и, в общем, не отражает реально контент, который просто каждый день по, не знаю, 10 новостей сыпется в Телеграме, если мы говорим именно про Именно о новости. В новостях, я понимаю. программах телевизионных, да, там бывает разное, Окей. да, То есть телевизор жанр такой. ты говоришь о телеграм-канале сейчас, а не о... Да, Окей, да. понятно, да, принято. Хорошо. Так, теперь что, о чем мы продолжаем говорить дальше? Вот интересно, как вы отбираете, какого рода информацию вы проверяете и как выбираете информацию? То есть ты сказал, что изначально ты хотел иметь только там 25% примерно политических тем, остальное было бы, в общем-то, интересная информация. Жизнь внесла, что называется, свои коррективы. Два Вот, раза. два Два раза. раза. Что Сначала ты... случился ковид, Ага. который, понятно, да, значит, пропорцию сдвинул в сторону конспирологии, антивакцинаторства и всяких околомедицинских вопросов. А потом случился, значит, февраль 22 года, когда, ну, мне пришлось уехать одним днем практически, значит, из Москвы и из России. Вот. Ну, прям действительно одним днем. То есть вот прошла новость о том, что завтра прошел слух, который запустили с Украины специально. Это была хорошая, ну, в военном смысле хорошая информационная операция. То есть они запустили Дезу. Я понимал, что это Деза с вероятностью 95%, но слишком риск был велик. Вот. Это про поводу того, что границу закроет Россия на выезд. Мгм. А второе, то, что не Деза, и то, что было понятно, что на следующий день примут законы, где, ну, по которым, значит, за распространение, это цитата, там, фейков о действиях российской армии, на самом деле слова фейк в нем нет, там есть заведомо недостоверная информация о действиях российской армии, значит, будет полагаться, значит, тюремное заключение там сроком для физических лиц, по-моему, до 7 лет, а в каких-то там отдельных случаях и до 15. Ну и понятно, что это вот ровно за мной пришли, и дальше надо было либо закрываться, либо уезжать. Пришлось уезжать. Вот. Ну и понятно, что это все отразилось на нашем контенте, поскольку мы проект российский, мы свою ответственность, как люди с красными паспортами, не все, кстати, у нас в проекте с красными паспортами, но все-таки
большинство и, собственно, основатель. То есть свою ответственность мы чувствовали, и с тех пор не меньше 50%, на самом деле уже ну, больше, заметно больше у нас посвящено каким-то недостоверной информации, связанной с политикой, с войной и так далее. Ну, раз ты коснулся этой темы сам, давай немножечко сейчас тогда, может быть, о тебе два слова буквально поговорим в двух словах. То есть ты жил в Москве до 22 года, ты говоришь, что ты преподавал в университете, да? А где ты преподавал? Просто Просто в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Это полное название РАНХИКС. Вот. Но надо понимать, и многие зрители с большой вероятностью твои этого не понимают до конца, и люди, которые не жили в России, это, Мгм. ну, там, до 22 года, допустим, это, в общем, плохо понимают, что та картинка медийная, которая снаружи, даже для внимательного наблюдателя, она часто не соответствовала тому, что внутри, потому что никакой монолитности в России не было, на самом деле ее и сейчас нет. Вот. Но тогда, все-таки, пока не было вот этой полномасштабной войны, можно было очень многое. Можно было под шапкой, вот, под крышей такого заведения, где я преподавал, это самое крупное по количеству студентов и филиалов университета в России, и один из там топовых, значит, иметь целый большой институт, факультет, абсолютно откровенно либеральный, с программами liberal arts официальными, которые прихлопнули только вот как раз осенью 21 года, по сути, накануне. Мгм. Значит, то есть совершенно с либеральными ценностями, прописанными с западным, значит, западным подходом к гуманитарному образованию, там, где есть мейджор, майнер и так далее. То есть целиком вот эта система, она работала, и никакой абсолютно цензуры в образовании, в образовательном процессе не было, вообще ноль, никакой. Все, что я считал правильным и хотел рассказывать студентам, я все это рассказывал, и другие преподаватели тоже. И все это было возможно, и все это существовало одновременно. С закручиванием гаек, с посадками, с запретом выходить на митинги, на шествия, с посадками оппозиционеров, с отравлением Навального. И все это как бы одновременно. И еще Если куча всего разного в очень большой стране России происходило одновременно. То есть ты хочешь сказать, что вы могли спокойно, например, преподавать то, что связано было с оккупацией Крыма, которая уже к тому моменту 10, ну, там 10 лет практически. Каждый год у меня самая одна лекция из моих 14 посвящена информационной войне. И где большую часть лекции я показывал, большую часть занятия я показывал запись лекции одиознейшего персонажа по имени Валерий Соловей, которого теперь все знают, а тогда знали, ну, только люди, которые там, только специалисты, условно говоря, широкая публика его тогда не знала. А лекция была записана еще в 2014 году, и это хорошая лекция, вот, где как раз он смеется над собой нынешним. Это отдельный интересный сюжет. Смеялся бы, то есть. Значит, про информационную войну, и там основные примеры как раз про Крым, про, значит, события на востоке Украины, начало войны, и все, и никаких у меня проблем не было с этим. Ну, И все, мы это обсуждали. Всё. то есть, ну, как в Советском Союзе, условно, там правая рука не знала, что делает левая, потому что я, например, лично знаю людей, которые просто пришли устраиваться на работу в университет, не ваш, естественно, в там условный какой-нибудь РГГУ или неважно в какой, прямо на собеседовании их спрашивали, грубо говоря, чей Крым, так сказать, никакой работы ясно не светило. То есть, Так и вот, в РАНХИКС на другие факультеты вполне. Еще раз, все зависит от людей. И так, сейчас уже нет, сейчас система все-таки да, конечно. выстраивается под войну, а пока нет как бы идущих, ну, вот такой вот горячей войны, да, то есть какие-то факультеты, то есть большинство факультетов в РАНХИКС, они вполне государственнические, со всякими вот единороссовскими всегда были мужами и прочим, а вот этот факультет был такой, как это, Понятно. ничего. Так, и ты И- уехал, извини, и ты уехал, насколько я знаю, в Эстонию. Ты живешь в Таллине, правильно? да. А вот расскажи немножко об этом тоже в двух словах. Вот, во-первых, насколько
легко это сделать, ты просто приехал и живешь, это все-таки уже страна ЕС, да, с визами, с документами, вообще как вот человек просто приезжает и живет. Нет, это было все совершенно нелегко. Мгм. Все это очень долгий рассказ, невозможно, ну, нет смысла его целиком повторять. Ну, не повторять, а просто это правда долго. Короче, э, цепочка из событий, которые заранее были совершенно непредсказуемы, и на нескольких этапах мне очень сильно повезло, и только благодаря этому удалось, значит, остаться в Эстонии, получить вид на жительство. И я одновременно руковожу собственным проектом вот, фактчекинговым «Проверено медиа» и работаю в, значит, крупнейшем издательском доме стран Балтии под названием «Дельфи». Вот, у меня контракт с Дельфи, и на основании этого контракта у меня есть вид на жительство, но это все очень было сложно, там процедуры чуть ли не под меня просто прописывались, как это можно сделать, там аккредитация в МИД и прочее, прочее, потому что в целом люди с красным паспортом, приехавшие после начала, значит, полномасштабного вторжения, очень скоро уже не могли получить никаких ни видов на жительство, ни рабочих виз, да, Особенно в которые, Эстонии, насколько я знаю, сложно. да, Да. да. Ну, окей, то есть ты работаешь в Дельфи, это тоже был мой вопрос, чем ты, собственно, зарабатываешь на жизнь, потому что я так понимаю, что проект проверено, он тебе, в общем, особо на жизнь не зарабатывает, или я не права? Нет, это не так. Нет. Расскажи. Это проект некоммерческий. То есть у нас заработок денег не является нашей целью. Да? И Мгм, если мгм. нам откуда-то пришли деньги, я их не могу забрать себе как прибыль или как дивиденды. Но это не значит, что мы питаемся манной небесной. У нас сейчас 15 человек работает худо-бедно. Вот. Это уже не так мало. А люди за работу должны получать деньги. Это нормально. Безусловно. Поэтому, нет, я тоже получаю в проекте зарплату, деньги, значит, деньги у нас в основном грантовые, хотя последние 2 года мы уже зарабатываем какую-то заметную часть нашего бюджета. Мы много чего делаем, мы фактчекаем книги, фактчекаем фильмы, мы участвуем там опосредованно в фактчекинговой программе, ну, я в основном, Фейсбука, да, значит, размечаем посты с недостоверной информацией. Есть проверенные, есть Дельфи, где я часть команды как это называется по-русски, журналистов-расследователей и фактчекеров. Это единая команда, причем она эстоноязычная. То есть у Дельфи есть русскоязычная часть, и наши разборы выходят как бы в ней, но по факту и по сути, и административно, как угодно, я часть другой команды, эстоноязычной, которая занимается расследованием и, собственно, фактчекингом. А ты Вот. эстонский-то знаешь? Я эстонский учу, Изучаешь, да, в процессе? Сложный язык. изучаю, очень сложный. Вот, и, Так. собственно, да, то есть вот такие у меня 2 работы, поэтому работаю я по 10-12 часов в день, выходных у меня немного, но зато мне интересно, нравится. Ну, тем более спасибо за то, что ты выделил 1,5 часа на нашу встречу, кстати. Вот, в своем занятом расписании я, собственно, еще хотела сказать, что почему я вообще этим занимаюсь, ну, понятно, тут деньги я не зарабатываю, вряд ли когда-нибудь начну, вот, и тоже трачу на это просто свое время, но мне нравятся эти эфиры тем, что, в частности, тем, ну, кроме просветительской какой-то или там интересной составляющей, мне удается лично пообщаться с людьми, которых я знаю через Facebook давно или там через сеть каким-то образом, ты уже не первый человек, с которым я тут, грубо говоря, вот лично знакомлюсь. Это очень приятная часть этих эфиров, потому что мы тоже с тобой знакомы какое-то довольно большое время уже через соцсети, да? До Фейсбука теперь. Да, да. Значит, опять же, постараюсь очень коротко, потому что очень большая тема в связи, да, с изменениями, которые были в начале этого года. Facebook в 2016 году под давлением политическим во многом, да, ввел программу вот этот third-party fact-checking, да, факт-чекинг с помощью третьей стороны, то есть организаций, не связанных никак ни с Фейсбуком, ни, собственно, ну, не нанятых пользователей. Поэтому это третья сторона. И
Значит, поскольку уже на тот момент, как раз недавно была образована международная ассоциация, ну, точнее, сеть фактчекинговых организаций, International Fact Checking Network, у которых была сертификация, Фейсбуку было очень удобно, да, им не надо было самим выбирать, а вот кто проверять, а у них и компетенций таких нет, кто умеет фактчекить, кто не умеет, кто хорошо работает, кто плохо. А вот есть международная организация, у которой уже есть сертификация, ну и вот поэтому значит, они решили, что это удобно, что они будут работать с теми организациями из разных стран мира на разных языках, работающих и проверяющих информацию, которые получают эту сертификацию, и разработали внутри, значит, админки как бы инструмент для этого специальный, там, под названием Fact-Checking Tool. И вот дальше организации, как заключают договор с Фейсбуком, Фейсбук платит за разборы практически поштучно. А вот что значит поштучно? Кто, это же дикое количество постовой информации. Кто решает, что вот сейчас этот пост надо проверить и у кого? Потому что Есть посты разлетаются. методология, есть методология. Общая задача проверять только то, что очень широко разошлось. Понятие очень широко для разных языковых сегментов чрезвычайно сильно отличается, поэтому тут ничего как бы единого, никакого единого стандарта нет, но как бы фактчекеры должны понимать, что это вот на уровне их языка и их сегмента интернета разошлось широко. Да. Вот. И сегмента Фейсбука, да, если мы говорим про именно Facebook. Вот. Разошлось широко, плюс, соответственно, информация недостоверная, это может быть текстовая информация, может быть картинка, может быть видео, что угодно, то есть что-то, что вводит читателей в заблуждение, то есть либо целиком сконструированный фейк, неправда, бывает полуправда, там есть градации, бывает там вырванный из контекста, это самое сложное и самое спорное, потому что здесь больше оценочного суждения самого фактчекера, а везде, где оценочное суждение, это скользкий пол, да, slippery slope, Да, кажется. это, дорожка, дорожка скользкая, да, кривая. Да. Вот. Но, Понятно. тем не менее, это тоже важно, и бывают такие ситуации, когда прям серьезно контекст, от контекста полного, да, будет другое впечатление у людей об информации. Ну, в общем, эта программа проработала, получается, почти 8 лет. Вот. А дальше произошел разворот, когда, значит, пришел осенью 24 года Трамп, и у которого с Цукербергом уже на тот момент шла вполне себе война. На уровне риторики, как минимум, и Трамп угрожал его посадить в тюрьму и так далее. И фактчекеры, значит, стали жупелом и притчей во языцах, опять же, благодаря сочетанию нескольких факторов. Это очень грустно, но, значит, фактчекеров сделали синонимом цензоров, фактчекинг равно цензура и так далее. Это не так, но почему так получилось, я про это написал подробно в статье в издании Insider, можете погуглить, вот, там, Илья Бер, фактчекинг Insider, и найти подробные объяснения. А еще до этого на «Медузе» и, собственно, в «Дельфи» я рассказывал о том подробно, как работает эта фактчекинговая программа. Опять же, у нас в рамках эфира невозможно подробно описать, но если вам интересно, почитайте. Вот. Ну и дальше, в начале января, Цукерберг вышел с объявлением, что фактчекинг они будут отменять в Фейсбуке, потому что якобы фактчекеры ангажированы и вообще цензура, а он оказывается за свободу слова. Значит, и вот теперь будет свобода. На самом деле это не совсем, ну, отменяется и отменилась только программа в США. Во всех остальных регионах, странах мира она продолжает пока работать. Понятно, что Цукерберг хотел бы ее отменить целиком, но там есть много разных подводных камней, юридических и всяких прочих, поэтому неизвестно, что будет и как это будет. Значит, уже почти появились, может быть, даже появились в США, вот скажи мне, может быть, ты видела, комьюнити notes, по примеру Твиттера,
которые должны как бы заменить фактчекеров. На самом деле полноценно система Community Notes фактчекеров заменить не может, и Twitter это, ну, X, да, прекрасно это показывает, потому что там она введена уже давно. Это неплохая система, хотя настроить можно сделать было и получше, но это сложно. Да, но она не решает проблему целиком. Проблему целиком вообще ничто не может решить. Но вообще-то неплохо бы эти две системы, да, профессиональные фактчекеры и краудсорсинговый такой Да, да. проект, да, если бы они работали совместно в гармонии, но это вот в идеальном мире, может быть, когда-нибудь доживем, что так будет. Почему, как ты думаешь, Цукерберг хочет отменять, ну, кроме его там каких-то личных отношений с Трампом странных, то есть, потому что это сокращает количество информации каким-то образом, ему главное количество кликов там и условных постов, они что в них пишут, почему? Ему главное, очевидно, финансовое благосостояние собственной своей компании. Все-таки платить всем этим фактчекерам, которые в мире, это, ну, для Фейсбука, может, не какие-то совсем гигантские масштабы, но вообще-то все равно это какая-то заметная сумма, и ресурсы на это тратятся. А кроме того, плюсов мало, потому что получают они хейт, кучу хейта и компании, которые, значит, вот из-за этого наезжают на Facebook и на Цукерберга, ну а плюс, ну, то есть, ну, на первом месте, на мой взгляд, и здесь, в общем, кажется, вообще есть консенсус, и справа, и слева никто с этим не спорит, просто соображение вот политической целесообразности, куда ветер подул всерьез туда и повернулись. Что важно, что Цукерберг сделал хитро, вот весь этот негатив, который накопился по поводу модерации Фейсбука, за hate speech, за N-words, за все, он его весь попытался канализировать на фактчекеров, потому что это супер удобно, это как раз люди, которые вне Фейсбука, на которых ему, в общем, наплевать, и, в общем, удобно сделать их, то есть нас, козлами отпущения, и во многом это удалось. Вот, я это хотела спросить как раз, потому что вы-то не те люди, которые отслеживаете, кто там N-word написал Нет. или J-word по-русски, да? Больше того, мы не те люди, извини, которые разрабатывали ту, значит, систему, вот эти плашки, юзабилити, как это будет выглядеть, что будет понимать человек, который получил эту плашку. Мы не понижаем посты в выдаче, тем более фактчекеры не удаляют никакие посты в Фейсбуке, такой даже возможности нет. Вот. Но люди про это не знают, не понимают, реализована эта система очень криво, частично на уровне задумки прям сразу криво, а частично на уровне исполнения. Все, что отдано на откуп искусственному интеллекту хваленому, который уже там 10 лет рассказывает, вот у нас алгоритмы, они там, это работает отвратительно. Вот. Мы все это знаем по словам типа укроп, например, за который людей банили условно там или еще что-то, да. Беда даже в том, что это просто срабатывает случайным образом. То есть, ну, как минимум невозможно понять, почему. У одних людей слова, они, пожалуйста, тебе и украинцев, значит, ну, не будем их все, и N-word, и любые другие слова, и hate speech, и им ничего, Да, причем на любых языках, и на английском тоже я да, проверял. Висят да, посты, если искать специально, это правда. любые слова, без всякого бана, без табличек, без всего. А других людей за какой-то полунамек банят. Причем это не зависит ни от популярности человека, ни от чего. Это какая-то просто монетка, лотерея. И это людей страшно бесит. И я это могу понять, и меня бесит, как активного пользователя Фейсбука. Я тоже со всем этим сталкивался. А как бы Цукерберг всем сказал, а вот это факт-чекеры. А сейчас мы как бы ослабим модерацию и уберем фактчекеров, и наступит светлое завтра, но, слава богу, ну как слава богу, вот прошло уже 4 месяца, люди, кажется, должны были убедиться, что вообще-то почти ничего не поменялось в плане модерации. Ну, чуть-чуть, может быть, гайки приотпустили, но в целом какие же... Мне кажется, они убрали какие-то ключевые слова из своих. То есть раньше, если действительно там какие-то за условных ватников там банили, а теперь перестали просто, вот это Да, слово ушло. Но да нет, ну нет, потому что, ну, как еще раз, в процентном отношении, может быть, да, но когда ты пишешь собственный пост, ты никогда не угадаешь, ты можно не тебе угадаешь, написать это конечно. или нельзя. И раньше точно так же не мог угадать.
Могло прокатить, могло не прокатить. Да, сейчас это стало реже, но ты прав, действительно, я вот буквально позавчера моего там приятеля за что-то дурацкое совершенно там, то ли пост удалили, то ли что-то такое, забанили. А вот еще есть такие И дебаты, это, еще раз повторю для зрителей, это не связано с фактчекерами. Это конечно, фактчекеры нет. не делают. Я думаю, что люди не особо знают, большинство людей не особо знают, во-первых, кто такие вообще фактчекеры, и для них это все слилось воедино, и ты прав, это руководство Фейсбука специально, насколько я понимаю, сделало так, чтобы это слилось воедино, потому что была цензура на оскорбления условные, там какие-то этнические, там национальные и прочие оскорбления, а фактчекинг – это вообще совершенно параллельная другая вещь. Ты можешь написать пост без единого оскорбления и плохого слова, и, по идее, его на него должны повесить плашку, что от кори, от прививок от кори не бывает аутизма, условно. Вот. И эти две вещи, они никак между собой не связаны. А люди, поскольку не знают, что такое реальный факт-чекинг, и вот, собственно, я хотела сделать этот эфир для того, чтобы побольше людей поняли, что такое факт-чекинг. Потому что всем, кто пытается, руководством всяких таких платформ, которые пытаются закрутить гайки или наоборот открутить гайки, они же не могут сказать, ну все, теперь все могут писать слово на «н» и ничего никому не будет. Тут уже будет возмущение да, с другой части населения. Вот, и поэтому они говорят, ну мы вот факт-чекинг там убираем, и это как-то это самое. Вот скажи мне такую вещь. Есть такое мнение, что на самом деле большинство из этой цензуры, оно не столько было с помощью алгоритмов, потому что еще одна такая раздражающая очень вещь, вот ты сказал, что раздражает, что ты никогда заранее не знаешь, за что там тебя ущучат, но еще другая очень раздражающая вещь, это то, что непонятно было, действительно это алгоритмы, или алгоритмы это была такая, в общем-то, придумка, а на самом деле просто на тебя стучат, и вот когда это более логично, что на тебя настучали, тебя забанили, не настучали, не забанили, тогда это действительно непредсказуемое становится. Насколько, ты думаешь, вот это играет роль? У меня нет достоверной информации по этому поводу, потому что, да, можно пожаловаться, а как это... И точно есть команды, насколько я понимаю, они тоже на аутсорсинге работали, сейчас не знаю, но я просто знаю людей, которые этим занимались, не работая в Фейсбуке, а работая там в третьих компаниях, которые Facebook нанимал, обучал, ну, им так было выгоднее. И, во всяком случае, в третьих странах, ну, в смысле, не в США. Вот. Ну, потому что разные языки, понятно, да. И на это тоже огромные ресурсы Facebook тратил и продолжает тратить, он не может отказаться от модерации. Вот. Но дальше просто я не знаю, как это работает точно, хотя есть публикации, где, значит, whistleblower, ну, то есть люди, которые этим занимались, значит, кто-то под своим именем, кто-то не под своим именем рассказывал, как это работает. Тут скорее вопрос, знаешь ли ты точно, что существовали алгоритмы, или это все Точно только знаю. были Нет, шалом? алгоритмы тоже действительно существуют, действительно работают и работают через пень-колоду. Понятно. Потому что была такая тема, что на самом деле никакие алгоритмы это такое просто прикрытие для стукачей, которые сидят и, так сказать, просто Нет, отслеживают. это не так. Понятно. Давай я зачитаю такую вот, в общем-то, просто из Википедии такой небольшой абзац. И скажи мне, что ты думаешь на эту тему и насколько ты согласен или нет с этим. Исследования показывают, что проверка фактов действительно может поменять мнение граждан, а также удержать политиков от распространения ложных или вводящих в заблуждение утверждений. Однако этот эффект со временем может затухать и быть подавлен сигналами элит, которые продвигают менее точные утверждения. Политический факт-чекинг иногда подвергается критике как журналистика мнений. Оценка деятельности специалистов, занимающихся проверкой фактов в политике США, показывает неоднозначные результаты относительно того, является ли факт-чекинг эффективным способом уменьшения заблуждений и является ли этот метод надежным. Вот такой Ну, абзац. это в русскоязычной Википедии, да, написано? Естественно. Не очень хорошая сейчас статья, ее бы надо было поправить. Никто точно не знает, как работает факт-чекинг. К сожалению, это чрезвычайно сложно померить. Есть много исследований, ну, какое-то количество. Большинство из них показывают какой-то эффект положительный. Вот, больше или меньше. Причем одно из исследований делал сам Facebook. Буквально за полгода до того, как отменить программу, значит, это смешно, но это факт. Ну, у них даже два было исследования, одно еще там,
пару лет раньше, которые показывали, что вот они через свои внутренние инструменты, куда пустили, не знаю, авторов этих исследований, вот что, да, работает, что люди, значит, игнорируют посты, значительную часть постов с этими плашками, просто ну, как бы не кликают на них, пролистывают, а это, собственно, и есть цель, да, во многом, чтобы, значит, недостоверная информация не распространялась. Вот. И еще какие-то там положительные эффекты, но строго померить сложно. Значит, я из моего опыта уже довольно большого могу сказать, как я это вижу. Факт-чекинг работает на людей, которые не индоктринированы в какую-либо сторону. Значит, если человек уже имеет то, что по-английски называется hard beliefs, то есть устойчивую систему взглядов по какому-то вопросу, и он встречает факт-чек, который опровергает один из столпов его веры, да, говорит, что этот столб гнилой, основан на недостоверной информации. Человек в это не поверит. Даже если там все будет предъявлено четко, все доказательства логически стройно, со свидетельствами и так далее, с высокой вероятностью человек это проигнорирует, придумает себе кучу объяснений, почему это продажные фактчекеры или это заговор против вот, его предмета веры. Значит, то есть людей переубедить, убежденных в чем-то, фактчекинг чаще всего не может. Вот. Это интересно, это удивительная немножко информация. То есть нет, это не удивительная, конечно же, информация, но я Это просто примеряю. люди так устроены просто. Ну, я на себя просто сразу примеряю, потому что когда ты сказал человек с там железобетонной системой там каких-то ценностей условных, да, вот это я. У меня очень четкая есть система убеждений, там, что такое черное, что такое белое, вот, и в политическом смысле и так далее у меня достаточно жесткая позиция, но при этом если, мне кажется, что именно поэтому важно иметь такие источники информации, которым ты доверяешь, потому что я доверяю вашему сайту, я ни разу не имела никаких оснований усомниться в том, что вы по-честному проверяете то, что вы пишете, и если бы была какая-то информация, которая опровергала бы мое, ну, была бы неудобна, скажем так, для моей системы ценностей, я бы вам поверила, безусловно. Я не могу сейчас даже пример привести, но будь то про Украину, неважно. То есть вы не можете мне доказать, что, конечно же, что правильно Путин вторгся в Украину, но это не то, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь проверкой конкретных фактов. Если бы какой-то был факт неудобный для Украины, неудобный для, я не знаю, там, демократов в США или любой другой повестки, по которой у меня есть достаточно жесткие убеждения, я бы вам поверила, ну, потому что как раз я нашла сайт, которому я могу доверять. Хорошо, что есть такие люди, вот, но это не очень массовый случай, к сожалению, как показывает. Ну, еще раз, да, это сейчас не в обиду, но это ты про себя рассказываешь, да, а Да, а на самом как будет деле в реальности в ситуации такой, я не знаю, ни ты, возможно, не знаешь, пока с ней не сталкивалась. Вот. тут, возможно, Короче, важное, вот как есть такой человек по имени Билл Марр, ты его, наверное, знаешь, да? Э, нет. Ну, познакомься, он, в принципе, достаточно такой центрист, он либерал, безусловный, но он более такой разумно, как бы центристский такой либерал, у которого он был раньше комедиантом, но у него с 90-х еще довольно известные англоязычные программы, где он достаточно обсуждает такие противоречиво скандальные вещи. И он не тем и не этим, он, конечно, либерал, поэтому, естественно, у него уклон, в общем-то, в мою сторону, да, в подаче всего, но он никогда не стесняется ругать там, значит, и либералов, и демократов, за что угодно, за вакизм, там, за прочие вещи. Вот у него была такая фраза, что открытость мышления, open-mindedness, да, это означает иметь способность держать в голове две противоречащие идеи и продолжать функционировать нормально, да. Вот это вот, я думаю, что у меня есть эта способность, потому что я могу услышать какую угодно информацию по поводу какой-нибудь коррупции в Украине или еще чего-то. Мне не нужно
считать, например, я просто привожу пример Украины, но это можно по любой другой сфере. То есть мне не нужно считать Украину в белом пальто, там, идеальную, ничем там не запятнанную страной для того, чтобы ее защищать в этой войне. То есть нет такой информации, которая сместит мое отношение к этой войне, а при этом какая-нибудь информация про Украину негативная вполне может иметь место. Мне кажется, что ты не совсем прав в плане того, каких людей ты под это определяешь. Мне кажется, есть люди, которым для того, чтобы иметь мнение, там, кого-то оправдывать, защищать, или там не оправдывать, а защищать кого-то или заступаться за кого-то, им нужно только за идеал какой-то. А вот когда с этим идеалом в него там какое-то это самое, да, черное пятно на нем появляется или какое-то серое, то им становится некомфортно от этого. А на самом деле ведь жизнь не так устроена. Ну, вообще здорово, что ты все это проговорила и что ты это понимаешь, но по поводу, да, если мы говорим ситуация обычная и исключение. Вот обычная ситуация и обычные люди, большинство людей, они не такие, к сожалению. Вот. Ну, к сожалению, не так это Да, устроено. Люди, которые считают себя частью какой-то группы, и это главная часть их идентичности, вот так я аккуратно скажу, они не могут воспринять что-то, что будет там, разрушать, ну, нормально воспринять. То есть информацию про каких-то членов этой группы, да, они будут воспринимать как удар по себе тоже, да, то есть конечно, это конечно. удар, то есть как только речь у человека идет про, как бы человек чувствует атаку на собственную идентичность, здесь любое рацио отключается, не у всех, слава богу, но у большинства. Да, И, и дальше какой-то спор невозможен. Просто возникает стена, человек просто начинает считать тебя врагом. Он даже, может быть, не понимает внутри себя, почему. Но это эмоция. А эмоция у людей движет, то есть эмоция идет сначала, а потом, если и наступает рацио, то потом. Либо вообще не наступает. Людьми движут в первую очередь эмоции, а не логика и рациональное рассуждение. Это это все правда. грустно. Да, ну, то есть это я увидел сам, и я в этом живу, и в этом смысле я очень сильно, конечно, э, мои розовые очки помутнели, которые у меня были с детства. Я вообще такой довольно восторженный и открытый к миру человек. На самом деле я остаюсь, но, в общем, в значительно меньшей степени, потому что многие знания, многие печали не зря это говорили. Вот. Другое дело, что по каждому какому-то такому глобальному вопросу таких людей не большинство, слава богу. Понятно. Конечно. Да. Да, конечно. Тут ты прав, и на самом деле интересно, что твоя аргументация, в общем-то, зачем и для кого вы это делаете, она очень совпадает и похожа на аргументацию и мою, и многих моих коллег, как я понимаю, там вот выступающих, например, у Рашкина на канале, когда меня спрашивают, зачем этим заниматься, ведь если люди с тобой согласны, они с тобой и так согласны, если не согласны, то ты ничего не сделаешь. И для кого вы вот вещаете и тратите свое время? Я всегда вот говорила ровно то, что ты говоришь, что да, упертых там республиканцев или трампистов, естественно, во-первых, они нас не слушают, во-вторых, мы их не переубедим, а цели две. Во-первых, поддержать единомышленников, которым повезло меньше, чем мне. Я живу в своем мыльном пузыре, да, тут в Нью-Йорке, в академии, в университете, общаюсь в Фейсбуке только там с друзьями, с которыми более-менее у меня совпадает мнение и так далее, а полно людей живет в другой совершенно ситуации, не может на это повлиять, они живут там в какой-нибудь глубинке американской, где все соседи трамписты и коллеги трамписты, или общаются с русскоязычными, там, как я это называю, глобальный Брайтон-Бич русскоязычный, да, с которым они не могут совсем там поссориться и расстаться, потому что это их семьи там и близкие люди и так далее, но это все с ними не совпадает, а для них глоток свежего воздуха, вот разговоры у нас на канале. А второе главное, или даже первое главное, это как раз люди, которые не определились, которые думают своими мозгами, которые слышат несущуюся пропаганду, опять же, того же там Брайтон-Бича, как я это называю, всех этих бесконечных консервативных русскоязычных там радио и так далее, которые вещают там очень плохо переработанную информацию с Fox News, только еще хуже, вот, переведенную плохо на русский язык условно и так далее, и они понимают, что тут что-то не то, но аргументов у них нет, и возможности
возразить у них нет, у самих, и поэтому для них важно слышать что-то от нас. Так, минутка самопиара закончена, но я, собственно, вот, просто мне интересно было, что и твоя аргументация, и, в общем-то, наша аргументация совпадает. А вот скажи, раз уж мы заговорили о личной честности и так далее, ну, по-честному, сейчас ты нам во всем признаешься, конечно, ты сам, я понимаю, что вы не врете никогда, и что вы, если уже беретесь делать, залезли в кузов и беретесь делать какой-то факт-чек, то вы его делаете честно и публикуете честно. Но было ли у тебя такое когда-нибудь в твоей вот этой профессиональной жизни, что надо бы проверить какой-то факт, но не хочется его публиковать, потому что он для тебя некомфортный, неудобный для твоих политических взглядов, личных, неважно. То есть ты понимаешь, что ты сейчас его опубликуешь, и он польет воду не на ту мельницу, на которую тебе лично бы хотелось. Ведь ты человек, у тебя есть свои взгляды, тоже и свои пристрастия, и антипатии и так далее. Вот скажи на эту тему. Есть случаи таких, э, я боюсь, что я конкретный пример не вспомню, но помню эмоцию, которую ты описала. Ну, пару раз я ее испытывал, но здесь спасает вот что. У меня не персональный проект. Темы выбирают авторы. Больше того, я уже почти не главный редактор. На самом Мгм. деле я уже год мало работаю с текстами. Значит, мой зам в основном это делает. И темы я уже давно не утверждаю. То есть это все проходит мимо меня, и я о многих темах узнаю, когда уже тексты написаны, и они сейчас выйдут, условно. Я не давлю на людей, если ко мне приходит человек и говорит, что вот есть тема, она, значит, ложится в нашу методологию. А, собственно, критериев у нас два, я их еще не называл, сейчас назову. Значит, информация, первый и главный критерий, это вирусная распространенность на русском языке. Вот какая-то информация или там piece of information, кусочек, факт или фактоид, распространился широко на русском языке. Что такое широко? Точного у нас нет значения, ну, условно, примерно, очень виртуально, да, мы понимаем, что больше полумиллиона человек, значит, точно, не меньше полумиллиона человек это на разных платформах видели. Вот. Но обычно больше. Ну вот где-то примерно, очень условно такое отсечение. У нас есть инструменты, которыми мы умеем мерить эти цифры. Ну, где-то они открытые, где-то мы платим, как в Телеграме, за аналитику, вот, чтобы это в частности знать. Значит, это первый критерий. Второй критерий, что эта вирусная информация либо целиком недостоверна, либо частично недостоверна, либо мы видим, что очень много людей считает и называет ее недостоверной, а на самом деле она правдивая. Это гораздо более редкий случай, но такое тоже бывает. И у нас есть вердикт правда, и он, ну, в каком-то, не знаю, там процентов, может быть, 5-7 наших разборов имеют такой вердикт. Мгм. Ну, я должна сказать, что я прям вижу глазами, как это работает, потому что я, опять же, я в своих эфирах это упоминаю периодически, я сижу в каких-то там российских чатах, просто чтобы держать руку на пульсе и понимать вообще, откуда там что берется, и где, в общем-то, достаточно вроде бы нормальные, адекватные люди обсуждают всякие разные вещи, и вот я вижу, как работает пропаганда на них, потому что если бы это изначально были какие-то там пропутинские зетники там и так далее, это мне не интересно, потому что с ними все понятно, там мне незачем наблюдать за ними. А тут вроде бы обычные, так сказать, достаточно обычные люди, россияне, которых я знала еще до начала войны по таким же чатам и так далее, то есть я примерно понимаю их настроение, и вот что они видят и читают. И вот я вижу, что как только они притаскивают там в условный чат, например, какую-то там ссылку на что-то там, и я с первой секунды вижу, что это какая-то полнейшая туфта, да, ну, то есть невооруженным взглядом, потому что я не в этом контексте, и, кстати, местонахождение твой пузырь, да, он тоже позволяет тебе, возможно, я не отслеживаю какие-то фейки, которые в моем пузыре, но вот в чужом пузыре эти фейки, они видны сразу же. Вот, и я понимаю, да, что это ерунда. Они прям там обсуждают на полном, смотрите, что написали, и вот там вот это произошло, а как такое может быть? И вот они начинают обсуждать. И я точно знаю, что если это будет
один из таких обсуждаемых моментов, он появится у тебя на сайте проверено буквально в тот же день просто. И, к сожалению, Ну, нет, ну, конечно, спасибо, но все-таки не в тот же день. Мы нет, не но такие они-то быстрые. притаскивают, они его притаскивают тоже не в первую же секунду, да, то есть это значит, что он уже разошелся, да, и вот буквально я его вижу, ну, в течение пары дней, это меня поражало несколько раз, вот, и да, я просто к тому, что вот если бы кто-то был там, кто хотел бы их просвещать и приносить им ссылки сразу же на ваших проверено, прям на каждую ссылку, которую они несут, то есть вы действительно, я хочу сказать, что вы действительно каким-то образом следите за русскоязычным интернетом, потому что вот, да, я вижу, что то, что у вас, оно действительно обсуждается. Вот. Ну, мы стараемся, извини, я еще Да. важную вещь хотел сказать. Вот, конечно, люди, особенно которые там не согласны со мной политически, а у меня, как у человека, как у любого человека, есть своя система взглядов, свои ценности, и с кем-то эти взгляды совпадают, с кем-то нет. Мне очень важно, чтобы мои взгляды в минимальной степени влияли на нашу работу. Это основное требование к фактчекерам. Объективности в вакууме не бывает, но к ней надо стремиться. И вот, Мгм. собственно, люди отличаются, не только фактчекеры, но для фактчекеров принципиально, тем, пытаются, делают они что-то в этом направлении сознательно, пытаются они быть объективны или не пытаются. Мы, я в частности, пытаюсь. Это сложно, иногда просто у меня бывает запрос, я там писал такое и своих коллег прошу. Давай чего-то, мне кажется, у нас многовато как-то, не знаю, фейков Трампа, Мгм. условно говоря. Это что, значит, что нет фейков про Трампа, где как бы условно с либеральной или демократической стороны? Найдите. Не верю, что нет. На самом деле есть, конечно. Пропорция не 50/50, как мне кажется. Ну, в том-то и дело, да. Но Если есть. вы смотрите на наиболее виральные, то это вам тоже само по себе дает Еще и количество проблема, других. еще и проблема с тем, что на русском языке по-разному расходятся про разных персонажей. Да? И в частности, вот когда была предвыборная гонка Харрис против Трампа, про Харрис огромное количество, а до этого про Байдена фейков именно на русском языке супервиральных, потому что российская пропаганда это все пушила и амплифицировала, а значительную часть просто придумывала сама. Вот. И эти наши постоянные Пускала. клиенты, Мгм. которых мы знаем, за которыми мы следим, они просто сами придумывают фейки и придумывали, вбрасывали, в том числе в англоязычную и другие языки, значит, благосферы. Большинство никакого эффекта не имело, но некоторые вещи вирусились вполне и на других языках тоже. Но нам важно, что на русском. Да? А про Трампа мы даже видим там на английском языке какое-то количество фейков, но эти фейки, они если есть на русском, то какие-то слезы по цифрам не пролезают к нам в методологию, нету никаких полумиллиона. Ну, в конце концов, но это была прям серьезная для меня проблема. Я это ощущал как проблему. Потому что если этого не знать, а знаем это мы, потому что мы внутри, читатель не знает. Для читателя какое впечатление? Ну, мы топим за демократов. А мы не топим за демократов. Мы вообще далеко от всего этого. Вот. Но и в итоге мы сделали лонгрид, значит, прямо за неделю до выборов, где описали вот всякие тренды фейков про Трампа, где не трамповских, а именно про Трампа, где его оболгали. Вот, значит, разными способами. У нас есть лонгрид вот для баланса, да, в данном случае это вот сознательно. То, что в нашу методологию не пролезало, по отдельно, как отдельные разборы, но вот в рамках лонгрида мы себе такое можем позволить, описав, ну, сделав какую-то аналитику большую. Самый, кстати, яркий, знаешь, какой момент, значит, фейков про Трампа М. всяких, Расскажи. можно угадать, не очень сложно, ну, такой, не очень сложный вопрос. Какой момент из, значит, вот биографии Трампа последнего времени дал наибольшее количество фейков про него? Ну, не знаю, скажи, расскажи. Ну, покушение. А, покушение, окей. Ну, огромное, тут А, же родилась демократическая ну, конспирология, что это подстроено самим Трампом. Очень слушай, много этого было. но ведь Очень. это же, да, но ведь это же, во-первых, я этого много не видела, но это же мнение, они же не могли что доказать, да, то есть это же не то, что, Вокруг этого были и прямые фейки, то есть подлог, что окей. вот как какой-то, все это было. Ну, поскольку, еще раз, мы следим, мы это видели, и это было. Да, конечно, как
как мнение мы это не можем никак факт-чекать, но мы это видим конспирология, да? Ну, да, мне кажется, что здесь у тебя срабатывает. Я тоже вот хочу сказать, что это очень демократическая черта. Это черта вот именно либералов-демократов, во всяком случае, в Америке. Попытка все время, очень хорошая, очень правильная черта, поэтому мне ближе эти люди, а не другие люди, между прочим. Но эта черта все время себя перепроверять, все время балансировать, все время убедиться, что ты не пал там жертвой какого-то байеса, какой-то пропаганды и так далее. Республиканцы в основной массе этим не сильно заморачиваются. Они, так сказать, если либералы страдают, то хорошо, правильную информацию, значит, ну, это такая массовая, безусловно. Но дело в том, что вот мне кажется, что у тебя тоже этот байс немножко срабатывает, потому что вы, как ты сам говоришь, вы искали специально для баланса другую информацию. Если она была бы такая массовая, что бы ее искать надо было? Нет, искали, в смысле, не то, что мы искали. Я говорил, что мы ее видели, мы эти фейки видели, там довольно много перечислено. Просто они на русском не разошлись, поэтому мы по Вот, нашей методологии не могли их взять вот, понятно, для понятно. отдельных факт-чеков. Но я бы на вашем месте, меня никто не спрашивает, но на вашем месте я бы лучше сделала лонгрид на тему того, почему, вот то, что ты, ровно то, что ты мне сейчас рассказал, почему вы выбираете факты, которые со стороны могут показаться байесом, а потому что в русскоязычном пространстве расходятся такие вот эти вот вещи, и благодаря, в частности, вот таким-то вещам, кремлевским, там, кремлеботам Так а это каким-то в нашем и так далее. лонгриде и написано. Да, Прекрасно, потому что конечно, вот там, это эта же причина, аналитика. это и есть причина, а не Так то, что мы сейчас вам можем найти еще три каких-то факта для мы баланса, это и тогда мы объясняем. да. Да. Ну, Вот, и, англоязычные, да, сори, подожди, я договорю один важный да. момент, о котором я на самом деле раньше вот так не формулировал, а сейчас он у меня сформулировался в голове. Почему я там готов узнать какой-нибудь страшный факт или поменять мнение о чем угодно, если я встречаюсь с фактами и с доказательствами, которые меняют мою картину мира, даже сильно. Я к этому морально готов. Почему? Во-первых, потому что это моя профессия и это часть требований. Но это легче сказать. Да? Мы же говорим в итоге про идентичность, а я такой же человек, как другие. Значит, на мне это тоже все работает. Возможно, я так могу делать, потому что у меня очень множественная идентичность, в основе которой нет никакой единой групповой. То есть у меня есть множественная групповая идентичность, я отношу себя к разным группам этническим, религиозным, на самом деле культурным ну, и нерелигиозным, потому что я в Бога не верю. Вот, значит, по роду занятий, по хобби, да, это все части моей идентичности. Но никакая из них, да, будучи подорванной в какой-то момент, вот окажется, что, допустим, вот я еврей, а я сейчас выясню, что все евреи расисты, например. Или я русский, и русские напали на Украину. Значит, вот эта часть моей идентичности, да, ну, русский по языку и по культуре, значит, она сломана, и для меня произошла катастрофа. Или я играю в «Что, где, когда» всю жизнь и считаю себя там частью комьюнити, это серьезная часть моей идентичности. Когда возникает педофильский скандал, значит, с кем-то из сообщества, это удар по этой идентичности. Да? Но как бы, поскольку моя основная идентичность, она состоит из всех этих кусочков вместе, а в центре идентичности индивидуальный Илья Бер, и это моя основная идентичность. То есть ее подорвать могут только порочащие факты лично меня или Давай мои какие-то действия. То, возможно, вот поэтому я готов. Но это гипотеза такая. это хорошая гипотеза, но я должна с тобой немножко не согласиться, потому что, может быть, ты прав. Но мне кажется, что все-таки в основе этого всего лежит именно свойство личности. Вот у тебя есть такое свойство личности, что твоя самость, вот этот твой, да, там какой-то позвоночник, как по-английски там говорят, да, который у тебя есть, да, жесткий, он побеждает другие принадлежность к другим каким-то группам, которые у тебя есть. И я это знаю, я это узнаю, потому что я тоже такой человек. У меня тоже много разных идентичностей. Я и украинка, и еврейка, и атеистка, и американка, и женщина, и так далее, и так далее. И в какие-то моменты
моего попадания в какие-то ситуации, допустим, какая-то из этих частей может преобладать, и мне становится обидно там, как феминистке там за что-то там, или мне становится обидно как украинке за что-то там, но и, между прочим, мы коллеги, я тоже играю в «Что, где, когда» много лет, но я никогда при этом не чувствовала себя частью, полной частью вот какой-то из этих групп. Я всегда была сама по себе. И то, что я считаю правильным, это сбить было очень трудно меня всегда с панталыку, независимо от моей принадлежности к какой-то группе. Мне кажется, вот это побеждает больше, чем принадлежность к разным группам. Просто есть люди, которые больше ведутся на какую-то групповую идентичность, а люди, которые меньше ведутся на групповую идентичность. Вот мне кажется, это помогает избежать такого, потому что и то же самое с Израилем, нет, опять же, мы сейчас не будем в это естественно, Прости, касаться. честно говоря, я не очень понял, чем отличается то, что ты описала, от того, что я описал. Ты говоришь, что у тебя принадлежность к разным группам, и поэтому одна группа не дает возможности А другой значит, не группе. принадлежность полная ни к А, одной. Это то, что ты и хорошо, да, говоришь. хорошо, Просто это тогда мы вывод согласны. логический из Понятно, этого. нет, я думала, ты имеешь в виду, что поскольку групп несколько, ни одна не перевешивает другую. А я говорю, что у меня вообще ни одна не, так сказать, то есть я все равно где-то нахожусь посередине и сама по себе со всеми этими группами. Ну, то есть если ты говоришь о том же самом, мы, значит, говорим с разных сторон об одном и том же. И говоря об этом же, и можно, я хочу упомянуть, что у вас там градация такая вердиктов, кстати, по поводу разносторонности, да, мне очень нравится, что, ну, это, естественно, наверное, невозможно было бы сделать только один вердикт «да» или «нет», но у вас, опять же, не один вердикт «да» или «нет», а градация вердиктов. У вас есть, значит, полуправда, большей частью неправда, фейк, там, утка, да, в общем, у вас куча вердиктов. Мне кажется, что это тоже 17, по-моему, если я не вот, я не, ошибаюсь. по-моему, это даже слишком много, там, по-моему, 5 можно было бы обойтись, но неважно. Вот, но, по крайней мере, это дает вам возможность более сложную информацию, на которую нет четкого, да, там, какого-то, вот, там, да или нет, ложь или правда, не всегда это ложь, чтобы быть фейком, не обязательно быть ложью, да, в принципе, поэтому это достаточно важная вещь. И помимо важной там информации о политике, чтобы наши зрители не думали, что у вас там сейчас уже сплошная политика какая-то и война, у вас много забавных разборов. Вот я зашла на ваш сайт, и прямо на первой же странице увидела, просто хочу перечислить парочку вещей для зрителей, возможно, им смешно будет. Правда ли, что скульптура Сталину, которая недавно открылась в московском метрополитене, лицом очень похожа на писателя Дмитрия Быкова, например? Вот такой. И там действительно фотография с лицом Дмитрия Быкова, который я не видела ничего этой ерунды, я увидела только у вас на сайте, но довольно забавно. Вот, казалось бы, нарочно не придумаешь. Правда ли, что через год в самолетах-лоукостерах появятся стоячие места? Вот это я как раз где-то читала. Я поняла сразу, что ну, не может такого быть по очень многим причинам, но то, что действительно там есть такие разработки, и фотография была Фотография это фотография настоящая, настоящая, да, это не а искусство. Сталина с лицом Быкова не настоящая, скажем Понятно. сразу. Это, да, сразу понятно, что это был искусственный интеллект. Вот. Актриса Мила Йовович уволила домработницу украинку за отказ разговаривать на русском. У вас такая была вот Ну, тема. это вот это острополитическая как раз часть. Это А есть политическая, там да. много всего про науку, про медицину. У вас большой очень, да, разброс, безусловно, и это приятно. Вот то, на что я вчера опять же обратила внимание и даже перепостила в своем фейсбуке, кто написал знаменитую песню Гребенщикова «Город золотой», потому что все считают, что это какая-то там лютневая музыка чего-то там 16 века, но оказалось, что нет. Почитайте, вот это интересно. Ну, у меня к тебе вопрос по поводу конкретно этого разбора. Там все хорошо и понятно, в общем, практически до конца, но в конце там упоминается Ава Мария, и то, как там написано это предложение, оно такое одно, там в проброс написанное, такое впечатление, что Ава Марию написал тот же автор, она была на той же пластинке, что и песню «Город золотой», но ведь, насколько я понимаю, это не так, там как-то это очень странно написано. Можно посмотреть. Ну, там должно быть написано не просто Ава Мария, а Ава Мария Кончини. Есть там такая фамилия? По-моему, там что-то есть Вот. такое, Ну, так да. просто Ава Мария это всего лишь название произведения, которое, ну, это как, не знаю,
Героическая симфония. Героическая симфония есть у, наверное, 10 композиторов в мире, Понятно. более-менее первого ряда. Вот Ава Мария есть у Шуберта, знаменитая, есть у... Вот, Вот дальше мне будет стыдно, потому что я уже не помню. Короче, вот я да. знаю у Шуберта, но есть еще у там нескольких композиторов прям первого ряда Авы Марии, значит, и есть вот Ава Марии Кончини, которые, значит, расходятся и в разных там сборниках каких-то музыкальных. И вот это уже подделка, опять же, из той же самой пластинки. Вот это интересно, то есть я То есть думаю, что Кончини, сори, Кончини это барочный итальянский композитор, кажется, существовавший на самом деле, вот, но только не писавший такое, именно это произведение. именно то произведение. Но неважно, тут, в общем-то, это интересно, и про город Золотой, безусловно, интересно, поскольку очень много людей это знают и верят. Вот, давай тут еще тебя спрошу, смотри, ну, во-первых, мы сейчас уже заканчивать будем наше интервью. Хочу сказать, что ты попал на интервью к Дудю, но ты не сам, а твой проект, да. Дудь с кем-то там недавно, с каким-то гостем, неважно с кем, использовал ваше расследование как раз для того, чтобы разобрать правдивость утверждения этого самого гостя. Он его буквально припер к стенке там в живом эфире, да, сидя с телефоном и читая. Вот, значит, вот это вот, на самом деле написали, ты сказал вот это, а на самом деле было вот это. И он назвал вас там же в этой же фразе въедливые, в хорошем смысле душные чуваки из проекта «Проверено». Вот как ты думаешь, это комплимент для такой работы? Даже комплимент мне. Честно говоря, страшно горжусь, конечно, этим эпизодом, и Юрию очень благодарен, мы с ним не знакомы. Вот. Но он не первый раз использует наши материалы, и он давал всегда. Он, кстати, чрезвычайно корректно работает с контентом, который у кого-то берет. То есть, если он берет значимую часть, и это уникальный контент, он про это говорит, показывает, там, на коллег дает ссылки, причем даже на тех, кто работает, ну, условно, с ним конкурирует вообще в одном поле. То есть, чужие видеоинтервью всегда очень корректно. В этом смысле тоже молодец. Но, в общем, короче, было у него один или два раза, где он показывал скриншоты наших разборов и коротко что-то говорил, но здесь прям там 9 минут эфира, да, было очень приятно, и вот эти вот комплименты продушнил, это прям, да, потому что практически всю мою жизнь главный тост с друзьями за занудство. Вот мое, Занудство, да. Ну, да. доля занудства, она очень важна, безусловно, в такой работе. А вот скажи, ваш сайт увеличил посещаемость после этого интервью? Ты же замерил как-то сразу или нет? Есть некоторое не очень большое увеличение и на сайте, и подписываются люди в Телеграм. В Телеграме, ну, наверное, человек 300 пришло, писалось, значит. Меня это подводит просто к следующему такому полушутливому вопросу, который у меня есть. Вот насчет посещаемости сайта, кстати, дамы и господа, значит, ставьте лайки, подписывайтесь. Но начну издалека. Вот знаешь, есть такое, в свое время был такой разбор о том, не у вас, не обязательно у вас, я не помню, было он у вас или нет, но известная тема, работают ли в лифтах кнопки закрытия дверей, да? Была такая тема, что, возможно, эти кнопки вообще ни в каких лифтах, знаешь, о чем я говорю? Нет, я Ага, ну удивлен. смотри-ка сейчас, я тебе прям новую тему для разбора расскажу. Значит, была какое-то время назад такая распространенная тема, которую многие обсуждали, что, знаешь, вот в каждом лифте есть кнопка «Закрывать двери». Нажимаешь «Закрывать Во дверь». многих, да, Двери обычно при этом не закрываются. И не закрываются. вот. И была такая тема, что эти кнопки, они либо везде так задуманы, либо просто в части лифтов давно не работают. А они там просто для того, чтобы у людей была иллюзия, плацебо-эффект такой, вот ты злишься, что двери все не закрываются, не закрываются, ты на нее нажимаешь, у тебя такая иллюзия, значит, что у тебя контроль какой-то есть над ситуацией. И когда что нажимаешь ты кнопку или нет, короче говоря, проходит одинаковое количество секунд до того, как эти двери закроются. Но когда ты ее нажимаешь, у тебя появляется иллюзия, значит, контроля над ситуацией, ты успокаиваешься, не так нервничаешь, не так злишься на окружающих. Вот. Чем эти разборы закончились тогда, я не помню, вот, потому что часть писали, что это правда, и действительно их даже они ни к чему не подключены, а часть пишут, что они должны быть подключены, но не работают, а часть пишут, что где-то работают, в общем, неважно.
Вот вам тема для разбора. Но почему я с этого начала? Я хочу спросить, вот эта вот мантра, которую мы все в эфирах говорим, господа, подписывайтесь, ставьте лайки или так далее, это кнопка лифта, которая не работает? Или все-таки, когда мы это говорим, и мы это говорим, я чувствую, что я прям что-то сделала для своего канала, да, а на самом деле никто не идет в этот момент никуда подписываться. Люди либо уже подписались, или подпишутся после этого эфира, либо нет. Вот то, что мы это говорим, они на что-то влияют? Я не знаю, это надо исследовать. Как это можно определить на глаз? Ну, Я думаю, может, вы уже что исследовали, я же не иногда знаю. да, иногда нет. У разных ютуберов это по-разному, в зависимости от того, какой конкретный эфир, в какой момент эфира это сказано, каким тоном. Я не знаю. Это я все фантазирую, но с точки зрения факт-чекинга, ну, то есть и по методологии факт-чекинга мы не могли бы дать ответ на такой вопрос, пока не было бы не одного, а хотя бы нескольких исследований с прозрачной, понятной научной методологией, которая бы нас убедила в том, что этим исследованиям стоит доверять. А если таких исследований нет, то сколько угодно может быть личных мнений и впечатлений, те кажется так, а мне так, а другому этак. И это невозможный спор, потому что anecdotal evidence, то, что по-английски называется, не является полноценным доказательством. Безусловно. Но поскольку сейчас эра Ютуба, да, то странно, что таких расследований, может, они и есть, мы просто про них не знаем. Потому что наверняка кто-то на это должен обращать внимание. Я просто, когда очередной раз сказала эту, я не говорю, я говорю это один раз в начале эфира обычно, но когда очередной раз эту фразу сказала, я вдруг почему-то почувствовала себя человеком, который нажимает на эту кнопку лифта «Закройте двери», и эта кнопка при этом не работает. Если Но что, за... сори, по поводу все-таки лифтов я Да, прокомментирую. Я никогда не слышал про такую теорию. Я твердо уверен, вся моя картина мира, которая на данный момент есть у меня в голове, говорит о том, что этого не может быть. Плюс к этому anecdotal evidence, в смысле мой собственный опыт, который уверенно, значит, показывает, что эти кнопки работают, я ими пользуюсь. И, значит, работают они ровно так, как я от них ожидаю, и они ускоряют момент закрытия дверей, что вот этот мой личный опыт ничего не доказывает. конечно. Вот. Значит, то есть тут важнее как раз общее представление о том, как лифты строятся, как вообще происходит производство, как работают цепочки производственные и бизнес-цепочки. Вот это важнее часть. Значит, общее понимание устройства мира и в этой части тоже, но никаких утверждений, пока мы там не проверили, я, конечно, сделать не могу по этому Ну, поводу. или берешь секундомер и идешь в лифт и смотришь в один и тот же лифт, естественно. Окей, если это правда была какая-то такая широко обсуждаемая тема, мы найдем концы, я попрошу свои, ну и сам посмотрю, и коллег попрошу э, посмотреть, посчитать, насколько это распространено. Если распространенность будет достаточно широкая, мы напишем, почему нет. Это была тема в ЖЖ, это давняя тема была. Я помню, что в ЖЖ много был какой-то период, момент, когда вот все перепощивали эту, значит, информацию, Ну, я обсуждали. очень люблю такие бытовые разборы. У нас, например, один из очень хорошо зашедших аудиторий именно на разных платформах разбор звучал так: правда ли, что гардероб не несет ответственность за украденные вещи, что часто Да. писали там вот, в табличках, и у нас вот прям такой разбор есть. На тему Очень чего, нравится. действительно ли они несут Действительно ли ответственность. гардероб не несет ответственность юридическую за украденные вещи? Вот, и у этого есть довольно четкий, как оказалось, ответ, и не так все и просто, довольно интересно. Там. Вот. Окей, Почитайте. По хорошо. ключевым словам можно прийти на сайт или в телеграм-канал, написать слово «гардероб», вам тут же выдастся, значит, нужный разбор. Но мне кажется, что вот эта конкретная вещь, она, как и с лифтами, лифты, может быть, устроены по-разному в миллионе разных мест, но мне кажется, что это зависит от какого-то законодательства конкретной страны, потому что пишут это абсолютно, по-моему, во всех странах, но мне кажется, в одной стране можно засудить гардероб, а в другой нельзя, например, да? Наш разбор показывает, что это не так, Ух что ты, это довольно универсальная штука. интересно. А Вот это ответ не скажу. хорошо, хорошо. Но, видишь, я была совершенно уверена, что ты эту шнягу про лифт это знаешь, но я рада и польщена, что я тебе рассказала какую-то новую информацию человеку, который абсолютно всю информацию знает. Ну, давай мы на Здорово. этом будем заканчивать. Если ты хочешь напоследок рассказать какой-нибудь интересный один-два там фейка, который ты считаешь интересным рассказать у меня в эфире по поводу Америки, Трампа, России, не Трампа, мне все равно на какую тему, и вот расскажи что-нибудь нам.
И мы на этом закончим. Я тебе две вещи расскажу. Во-первых, Давай. забавный факт. У нас есть разбор, который зашел абсолютно на всех. Значит, и на сайте он был долго лидером, и в ТикТоке, а у нас еще ТикТок про это не говорили, для молодежной аудитории, и, в общем, вполне себе, там 65 тысяч подписчиков, есть видео там почти на 3 миллиона, на 1,5 миллиона просмотров. Такое. Вот. И так вот, значит, там залетел и на всех платформах, где мы были, разбор, который назывался так: правильно, правда ли, что, значит, патриарх Кирилл — это выживший после покушения и сменивший свою личность вор в законе япончик. Это вот Мишка Япончик. Мишка, это не Так он же там... Мишка. А, не Не-не-не. Мишка, Мишка уже кого-то... Япончик — это одесский персонаж начала Конечно, 20 века. конечно. Есть был российский, очень известный в 90-е годы вор в законе по кличке Япончик, и это вот про него. Вот ты про такое никогда не слышала, а это очень популярная теория заговора, и, как выяснилось, разбор, который мы сделали, он тоже зашел совершенно везде, и там с очень большими серьезными цифрами. Вот что людей на самом деле интересует. И вот Поразительно. во Я что далека от народа, потому что, люди... во-первых, меня это не волнует никак, даже если он япончик или нет. Во-вторых, япончик для меня это, как ты вот сказал, совершенно другой персонаж. Я Ну, даже не видишь, знаю. да, другой контекст. Это вот такой более внутрироссийский. Значит, а второе, что уже ближе тебе. Значит, Да, интересно для жителей США должна быть интересная информация о том, что вообще конспирология — это постоянная важная часть американской идентичности на протяжении всей истории этой страны. И этим, кстати, США, ну, может быть, потому что она чуть лучше исследована, но во всяком случае среди специалистов по теориям заговора это прям отдельная научная поддисциплина. Считается, что Америка одна из лидеров в мире именно по количеству людей, которые верят в разные теории заговора, по проникновению конспирологии вот в жизнь обычных людей. Причем традиция эта начинается с самого, значит, Джорджа Вашингтона, который, например, а вот это интересно, это из книжки, там, недавно прослушал, как раз про американскую конспирологию. Значит, кто такие масоны, мы все знаем, ты знаешь. И был еще тоже, может быть, на слуху орден иллюминатов. Вот конечно. заговор, тоже это как масоны, тоже, значит, опутали весь мир, заговор, вот это все. Значит, расцвет этой теории заговора пришелся как раз на время Вашингтона. То есть, значит, ну, вторая половина 18 века. Да? Так вот, Вашингтону пришлось в какой-то момент, его обвиняли, его политические противники, в том, что он не верит в серьезность опасности иллюминатов и в заговор. И он оправдывался, что нет, что вы, я верю, верю. Конечно, это гады, и вот, значит, то есть вот так вот было. Интересно. И разных теорий заговоров, которые были вовлечены и верили элиты вплоть до самого верха Америки, прослеживаются на протяжении всей ее истории. И истории про украденные выборы, которые нашли, я недавно проверял, интересно, нашли отражение в книжке, например, «Унесенные ветром». А там тоже, там же важно, это же южане, Скарлетт Охара, это все, это южане, проигравшие, значит, и чувствующие свою, значит, обиду на северян, на янки и так далее. Значит, и там вот в диалоге рассказывают, что вот в штате Джорджия были карусели, устраивались прям вот электоральные, что возили темнокожих вот эти самые янки, которые, значит, вот их как бы освободили, и вот они их возили, чтобы они голосовали множественно на разных участках. Я целое провел вместе с чатом GPT, кстати, он мне помог сильно исследование, но по публикациям, естественно, которые были разные на английском языке, научные всякие по этому поводу, исследовался этот вопрос, доказательств того, что, значит, такие нарушения на самом деле на тех выборах конкретных, которые там описаны, доказательств нет, это теория заговора. Но вот очень похожи вот эти самые rigged election сейчас трамповские, вот эта вот история. То есть это длиннющая американская традиция. И, в общем,
То есть, если нам кажется, что это сейчас Америка сошла с ума, или вам кажется, это от не очень глубокого знания истории. В Америке, в общем, градус такого безумия всегда был, ну, в разное время, наверное, менялся, но часто был тоже довольно высоким. Да, я совершенно не удивлена. У меня недавно был эфир как раз с Ирмой Заубер на тему конспирологии, где я как раз, американской в основном конспирологии, я как раз там упирала на то, что это вот такая американская достаточно вещь. Я рассказывала зрителям про QAnon и про вот это все безумие, связанное с украденными выборами, с 6 января, но не только. То есть понятно, что выборы украли. 11 сентября, с убийством Кеннеди, это все-все. Но одно дело конспирология, связанная с украденными выборами. Тут простому человеку сложно разобраться, если у него нет фундаментальной веры в то, что система выборов в Америке работает правильно. Он вполне может и поверить, что украли выборы. Но там же параллельно с этим куча какой-то мути, в которую, в общем-то, человек с образованием в 10 классов школы верить не должен, да. И начиная от там, того, что Хиллари Клинтон занимается педофилией в подвале пиццерии, и заканчивая химтрейлами от этих самых, от самолетов, которые распыляют там химикаты, яды и меняют погоду, и дождь вызывают, и очень много других вещей. И это действительно мне казалось достаточно такая американская вещь, причем не просто американская, может быть, тебе не понравится, что я это скажу, но одна часть электората американского гораздо более склонна к такого плана теориям заговора, чем другая все-таки. То есть трамписты, вот все, это недаром же все расцвело, так сказать, среди республиканских трампистов, я уверена, что можно найти какие-то такие вещи по поводу либералов, например, я думаю, что ты мне сам привел бы пример ковида, например, когда там все в масках ходили, когда надо и когда не надо. Это была либеральная, безусловно, сторона. Но это все-таки немножко другого уровня ситуации, чем верить в педофилию Хиллари Клинтон и в химтрейлы самолетов. Но мне пришли в комментариях возражать люди, что вы говорите, что это американское. У нас в России эти химтрейлы вполне там верят, полно людей в это во все, и в Украине тоже полно народу. Конечно, верят во всем мире. Вот, это правда. Вот. Просто что интересно, это для меня в свое время тоже было открытием, ну, потому что как-то Америка немножко идеализирована была в моем Мгм. сознании большую часть жизни. Вот, Да, что оказывается одна из колыбелей вот таких теорий заговора. Про вполне Россию вероятно. то все понятно, и многие другие. Но опять же, да, теория химтрейлов в России она, то есть, популярна, но Америка тут первая. И выяснилось, что это все идет еще, откуда вообще эти идеи появились, после того, после Вьетнамской войны, когда Да, дождь вызывали, да, и распыляли эти самые юдит серебра, кажется. Вот. И вот люди как-то прониклись вот этим образом, что там что-то можно там химичить, и вот отсюда. Да, а по поводу Куанона опрос, исследование социологическое то ли 2024, то ли 2023 года показали, что каждый пятый американец верит в Куанон. Каждый да, пятый американец, все, 20%. все не электорат Трампа, все. QAnon это чисто Ну, в трампийская история. случае, еще раз, да, смотри, мне немножко тут в неудобной ситуации, потому что я, как человек лично взглядов либеральных, и, ну, то есть в американской системе координат я бы скорее был центристом, но я вообще не в Америке, да, вот, но по там, российским, израильским я, конечно, либеральных взглядов, вот, и у меня тоже есть впечатление, что консервативные, значит, люди в разных странах больше подвержены теориям заговора и больше распространяют фейков, оно у меня есть. Однако мне страшно интересно самому, это мой байс и мое когнитивное искажение, или это так и есть, но тогда это должно ловиться в исследованиях. Хороших исследований по этому Да. поводу я пока не видел. Я, может быть, сам захочу когда-нибудь и смогу такое провести. Мне интересен этот вопрос. Вот, но я Это пока вопрос, но наблюдаю. мне кажется, что тут есть парочку моментов. Во-первых, есть ли какая-то информация связи уровня образования людей с верой в теории заговора? Есть, могу Вот, сказать. Это если очень... есть, она Знаешь, есть в какую какая? сторону? Да, расскажи. Значит, среди, если брать как бы выборку людей максимально подверженных теории, ну вот прям очень сильно верящих в какую-то теорию заговора,
средний уровень образования будет выше, чем просто в средней случайной выборке людей по популяции. Это очень прикольная Выше, а не информация. ниже. Интересно. И уровень критического мышления в этой группе будет в среднем, в смысле, а как его померить, да? Как бы актуализирована важность критического мышления, важность сличения информации из разных источников. Вот это вот все они сами будут проговаривать, опять же, будет гораздо выше в этих вот хардовых кругах. И вот это я просто пересказываю хорошие исследования, их приличное уже количество, можно говорить, что это установленный научный факт. Это очень интересный и неожиданный, безусловно, вывод. Ну, надо смотреть, что они еще брали как теории заговора. Опять же, если они брали какие-то вещи, связанные с... Потому что Книжка, есть... я прям сразу Давай. отсылаю, книжка Бразертона, по-русски она называется «Недоверчивые умы», а по-английски забыл, простите, Inquisitive какие-то mind, мои. что-то inquisitive или что-то. Да-да-да, вот там подробно про это. Ну, так, еще раз, Curious таких mind. исследований немало, и в любой литературе вы про это современный прочтете, ну вот его рекомендую, например. Это, возможно, я тут уже просто чисто думаю вслух, но если брать определенного типажа теории заговоров, то вполне вероятно в них окажется действительно больше либерально настроенных, образованных людей, но это вещи, которые связаны там с кормлением, там с грудным вскармливанием, там многолетним. Это вот чисто либеральные, да, вещи, мне кажется, там и какие-то вот такие всякие, опять же, то, что в ковид была, безусловно, либеральная часть населения больше была подвержена Но желанию. тут надо аккуратно, да, теории заговора, это все-таки, ну, у конспирологии есть четкое определение. Вот, тут Четкое вопрос, да, определение такое, ну давайте прям уже заканчивать, но я скажу, что давай. важно. Значит, чем отличается там именно конспирология и теории заговора от всего остального? Это вера в то, что есть какая-то группа людей, которая объединена общим интересом и сговорились, чтобы сделать плохо какой-то другой, обычно большей группе людей. Вот это как бы важные критерии, без которых какую-то теорию нельзя назвать полноценной теорией заговора, если эти критерии не соблюдаются. Ну Вот да, это тогда просто, это ну, ограничивает сразу, потому что да. полно теорий заговора, которые, или там конспирологии, которые не, ну, формально с этим не связаны на самом Тогда это деле. не конспирология в Да, строгом смысле. понятно. Но тогда тем более, потому что вот эти все правореспубликанские теории заговора, они обычно с этим связаны. И я могу сказать, что тут даже дело не в том, во что веришь, а во что не веришь. Мне кажется, тут еще желание узнавать какие-то вещи, вообще предрасположенность реагировать на какой-то кликбейт, который якобы от нас скрывают. Да? Вот у меня, например, этой тяги никогда не было. То есть, скажем, кто убил Кеннеди, ты упомянул, мне стыдно, не стыдно, но мне стыдно в этом признаться, мне вообще это не интересно. То есть есть какая-то версия, кто убил Кеннеди, это был какой-то там условно вот этот сумасшедший человек, или это был какой-то другой сумасшедший человек, или его послал этот, или подослал тот. Вот мне это просто неинтересно. Может, это делает меня каким-то там, не знаю, малообразованным там, не знаю, человеком, но я понимаю типаж людей, которые на такие вещи бросаются. То есть им вот такой заголовок, допустим, им был бы интересен, да, а мне просто не интересно, потому что я верю или не верю. Потому что мне это просто не особо интересно. Вот, и поэтому мне кажется, что такое еще есть разделение. Вот люди, которым просто интересно от какие-то вещи, от нас скрывают что-то, да, вот. Не знаю, мне интересно было бы, если правда скрывали, мне бы было интересно. Ну, как-то... Ну, какие-то вещи мне тоже интересны. Вот эти конкретные, вот я читаю многие, когда я готовилась к этому эфиру про конспирологию, я прочитала просто много таких вот тем и заголовков, которые можно было бы обсудить. Я просто поняла, что большинство из них это какая-то вот, ну, ерунда. Ну, на уровне того, там, для меня, на уровне того, япончик, это патриарх Кирилл или нет, потому что для меня там патриарх Кирилл это просто путинский там какой-то служащий Путину там, да, и этому режиму человека, откуда он там взялся, из какой тюрьмы или, наоборот, благородной семьи, мне вообще это никакой разницы это не сделает в общем отношении к нему, например, и так далее. Но мы с тобой заговорились, мы собирались покороче, у нас получилось подлиннее. Вот, спасибо тебе огромное, это все страшно интересно. Я бы с удовольствием послушала еще какие-то от тебя конкретные разборы, может быть, мы еще встретимся и обсудим интересные там для Америки, допустим, или для каких-то тем конкретных разборы. С удовольствием. Спасибо тебе огромное, что ты нам уделил столько времени. Спасибо, что пригласила. Вот, Э, всем привет, до встречи. Господа и дамы, нажимайте кнопку лифта, закрывайте двери, и я посмотрю, увеличилось ли количество лайков на этих словах.